Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю вам ознакомиться с сенсационными находками, которые были сделаны на Южном полюсе учеными. Они настолько сенсационные, что в них невозможно поверить, потому что получается, что Южный полюс обитаемый и в наше время, и обитаем был и раньше. Предлагаю начать, конечно же, с легендарного озера Восток, которое расположено в районе Антарктической станции Восток, под ледяным щитом примерно 3700 метров, имеет размеры приблизительно 250 на 50 километров, то есть озеро гигантское, глубина более 1200 метров. Как полагают ученые, в водах озера могут обитать живые организмы, ибо в нем имеются все необходимые для жизни факторы, а именно пресная теплая вода, причем содержание кислорода, которое примерно в 50 раз выше, чем в обычной пресной воде. Кстати, это тоже важно. То есть вода там пресная, она не соленая. И она имеет очень даже высокую температуру. И ничего удивительного, потому что тоже ученые из НАСА, когда изучают Антарктиду, то они тоже находили подо льдом неизвестные виды, неизвестные современной науке, что-то наподобие какой-то из видов креветки, неизвестной науки. Поэтому нет ничего удивительного, что ученые, которые изучают озеро Восток, так аккуратно нам об этом говорят. При том, что температура воды в озере, которое находится подо льдом, колеблется от плюс 10 до плюс 18 градусов по Цельсию. То есть микроорганизмы, которые приспособились бы в жизни в таких условиях, могут обладать уникальными свойствами, поскольку были изолированы от земной биосферы в течение очень длительного срока. А значит, и эволюционные процессы там протекают независимо. Это вот мнение ученых. То есть открытие озера Восток — это одно из крупнейших географических открытий второй половины 20 века. То есть сама Антарктида содержит все гигантские открытия, которые нам еще предстоит сделать. Потому что изучение Антарктиды показало, что даже на 2007 год там было обнаружено более 140 подледных озер подобного типа. И как видите, там и реки текут под этими подледными озерами. То есть они, и скорее всего, из этих озер вытекают. То есть там есть жизнь и все условия для жизни. Тепло, кислород и вода пресная, не соленая. И реки даже текут. Но все это происходит подо льдом. Вот еще дополнительное сведения от ученых, которые показывают, что там есть жизнь подо льдом-то. Сеть подземных пещер в Антарктиде обнаружили ученые Австралийского национального университета. Подземные полости могут скрывать неизвестных науке обитателей. Даже первое изучение этих пещер показало, что были найдены признаки жизни в виде простейших беспозвоночных. Внутри пещер воздух прогревается, внимание, до плюс 25 градусов. Поэтому подземный мир Антарктиды может иметь большее биологическое разнообразие. Тоннели уходят на многие километры под слои антарктического льда. То есть, что мы с вами встречаем? Случайно это не тот земной рай, про который говорил Карл Дёниц, считается в октябре 1944 года. Когда он выступал перед кадетами военно-морского училища в Лабое, он заявлял буквально следующее, что германский подводный флот гордится тем, что далеко на краю земли он построил для фюрера земной рай, неприступную крепость. То есть, правда это или ложь, решать вам. Все ссылки на материалы в описании, которые используются для создания этого видео. Но перед вами эта легендарная карта, которая была захвачена советскими войсками как раз при взятии Берлина, как раз в военно-морском ведомстве. Они показывают, что действительно подлодки проникали под ледяной щит Антарктиды. И, скорее всего, вот эти карты, что были составлены тоже немцами, вполне возможно, что это не какие-то внутренние полости входа в полую землю, а, скорее всего, просто те участки суши подо льдом, которые свободны от льда, на которых действительно можно вести какую-то хозяйственную деятельность, потому что пресная вода, плюсовая температура. А какие там источники энергии, это вопрос уже открыт. Это либо вулканы, либо неизвестные нам источники энергии древних цивилизаций, которые бы позволяли и освещение иметь. Причем освещение достаточно комфортное для того, чтобы жизнь развивалась. Может, не совсем такая, как нам известно. То есть, скорее всего, это фотографии и карты не каких-то там входов в полую землю, а может просто входов именно под лед, там, где действительно существуют эти полости.
все возможно, то есть это нужно изучать, и вполне вероятно, что подо льдом есть свободные участки суши с плюсовой температурой, пресной водой и даже некоторыми жителями того континента. Вот перед вами Южный полюс безо льда, то есть там действительно могут эти карты совпадать с этими картами, что мы имеем сейчас, как бы изученные наукой. То есть это говорит о том, что вполне вероятно подо льдами существует возможность жизни, причем жизни нам доселе неизвестной. А об этом говорит и современные данные науки, которые вот в сентябре 2018 года зафиксировали на Южном полюсе температуру 40 градусов. То есть о чем это говорит? О том, что жизнь еще в недавнем прошлом там была возможна, там была плюсовая температура, и минус это не приговор как бы нашего времени или раз и навсегда. То есть сегодня даже на Южном полюсе фиксируются температуры ну просто нереальные, которые говорят, что и раньше там могло не быть никаких льдов, каких-то холодов, а это был обычный континент, который был не лучше, не хуже других континентов. Он был просто особенный, ну, из-за своего расположения тоже. То есть положительные температуры над Южным полюсом, причем аномальные, фиксируются и в наше время над ним. Почему это происходит? А может, как бы те остатки высокоразвитой технологической цивилизации, что живет подо льдами Антарктиды, ну просто фактически говоря, открыли форточку, чтобы проветриться. Потому что вот перед нами съемка с орбиты Южного полюса 1987 год. Опять же, это, скорее всего, советская станция еще это снимала. И мы видим как бы открытие какого-то портала. Какого портала, конечно, вопрос открыт, но вполне вероятно, что это могут быть остатки высокоразвитых цивилизаций, которые сейчас живут под льдами именно Южного полюса. Об этом я показывал также в своем видео «Сенсационные находки», где мы видели, и вы можете ознакомиться в описании под видео, где видны остатки людей маленького роста, пирамиды, вообще живые существа неизвестной науки, других цивилизаций, в том числе подводных. И все это мы находили в предыдущем видео, все ссылки на материалы в описании под видео, и в конце видео будут заставки. А как же можно выжить под таким как бы большим наслоением льда? Об этом, кстати, мы можем услышать, когда читаем легенды про Атлантиду. Вспомните, опять же, ссылки на материалы будут в описании под видео, что там говорилось, когда произошла катастрофа с Атлантидой, которая была 13 тысяч лет назад. Как же спаслись тогда люди? Вот читаем. Введенная в действие над Россией защитная система силового купола лишь частично спасла территорию, так как не все силовые установки были достроены. И все же большинство крупных осколков было превращено в пыль, а часть крупных осколков была отброшена от силового купола и перенаправлена в сторону Атлании. В результате чего эти осколки упали в Западное море, вызвав волны огромной высоты, которые обрушились на поверхность Атлантиды. То есть использование силовых куполов помогло сохраниться цивилизации прошлого, ну в том числе и жрецам Атлантиды выжить. Потому что вот описание, как выжили жрецы Атлантиды, почему же они устроили ту мировую катастрофу, которая 13 тысяч лет назад была. Над храмами великой силы были установлены защитные силовые комплексы. Их не смогли разрушить высокие волны. Эти защитные комплексы создавали и обеспечили полностью автономную жизненную среду, поэтому многие жрецы, так называемые торговцы и обслуживающий персонал, не погибли, а остались в живых благодаря этим защитным системам. То есть такая же ситуация могла произойти на Южном полюсе. То есть да, там происходит какая-то война, какая-то глобальная катастрофа, но те, кто ее устроили, те, кто в ней участвовали, они, мягко говоря, защитили защитными куполами. Как произошло это потоп, наслоение льда, замерзание, они просто эти защитные купола так и поддерживают функциональность, или просто их сняли, потому что они уже не нужны, их как бы защищает лед сверху. И они могут спокойно жить подо льдом. А о том, что Антарктида свидетельница гигантской катастрофы, какого времени мы сейчас с вами определим, говорит кратер Земли Уилкса, который тоже нашли ученые. То есть он находится подо льдом Антарктиды в районе Земли Уилкса. Имеет диаметр около 500 километров. То есть это гигантская воронка. То есть гигантский метеоритный кратер, они предполагают, размером 500 километров. Ну, насколько это много, то судить вам, потому что вот наука приводит, что если образование действительно является ударным кратером, то создавший его метеорит был примерно в 6 раз больше, то есть примерно 60 километров, метеорита, который создал кратер Чикшулуб, который, как считается, вызвал массовое вымирание на границе мезозоя и кайнозоя, то есть еще одна катастрофа была.
Первоначально ученые не смогли точно датировать происхождение формации, позднее они определили ее возраст примерно в 250 миллионов лет. Но мы видим, что это как бы не совсем так. Что совпало с массовым перским вымиранием. То есть они решили куда-нибудь подальше это все отнести, чтобы вообще информацию об этом можно было озвучить, иначе мы об этом вообще не узнали. То есть, а что такое перское вымирание? Крупнейшее вымирание в истории Земли, которое привело к вымиранию 96% всех морских видов и 73% наземных видов позвоночных. То есть, действительно, это какой-то гигантский взрыв был. А вот вам и ответ, почему же я сказал, что это как бы не всему можно верить. Никаким 250 миллионам лет нельзя верить. Потому что по данным других ученых, оледенение Антарктиды началось 34 миллиона лет назад. А до этого там была буйная жизнь, находятся окаменелости растений, животных и даже остатки людей. А судя по тому, что остатки людей еще не разложились, то есть остались черепа, речь не идет про миллионы лет, а идет про тысячи лет. То есть да, была какая-то жизнь миллионы лет, и может миллиарды лет тому назад, но факт остается фактом. Та катастрофа, которая сделала Антарктиду непригодной для жизни как бы на поверхности, потому что там типа 4 километра льда, она произошла не так уж и давно. А то, что ученые относят в миллионы лет назад, ну, скажем так, если информацию невозможно замолчать, то ее нужно куда-то деть. Давайте отнесем ее куда-то на миллионы лет назад. Ну, а мы там не знаем, что было, грубо говоря, 100-200 лет назад. А миллионы лет назад тем более. Поэтому пускай живет. Но вот это разнобой информации, он показывает о том, что Антарктида была обитаема. Произошла какая-то катастрофа, которую обитаемость это фактически ликвидировала. Вопрос, когда она произошла? А ответ мы этот, скорее всего, можем найти в Гренландии. Потому что вот эта история. Рано утром с секретной базы ВВС США, расположенной в Гренландии, в воздух подняли 6 истребителей и 2 гигантских бомбардировщика. Это было 15 июля 1942 года, во времена Второй мировой войны. Ну и в этот же день они вынуждены были совершить вынужденную аварийную посадку на лед Гренландии. То есть в 1988 году про самолеты вспомнили, постарались их найти. И те самолеты, которые были потеряны 46 лет назад, были найдены не на поверхности ледника, нет. Они были найдены на 75-метровой глубине, были найдены те самолеты, которые были оставлены 46 лет назад. О чем это говорит? Ну, все ссылки на материалы в описании под видео. Перейдите на канал Валерий, Новая реальность, он хорошо это все осветил. Это говорит о том, что если та же Гренландия покрыта 3000 метров льда, то они могли образоваться не за миллионы миллиардов лет, а всего лишь 2, 3, 4 тысячи лет назад, но не более. Вот же о чем это говорит. То есть образование льда от 1 до 2 метров в год, вот оно и получается, что 3000 лет пускай. Плюс, если идет же катастрофа, то идет какое-то там замерзание сразу много, а дальше чуть поменьше. То есть вопрос о том, что катастрофы, которые сделали зеленую страну ледяной страной, она произошла не миллионы лет назад, а тысячи. Это в отношении Гренландии. Скорее всего, такая же ситуация и с Южным полюсом. А о том, что катастроф прошлого, о которых мы вообще ничего не знаем, множество, говорит и эта карта, на которой на карте 1555 года мы видим Антарктиду, которую откроют повторно только через 300 лет. И мы видим, что Южная Америка соединена с Антарктидой, чего в наше время фактически нет. Вот еще одна карта 1593 года. Я подробно их разбирал в предыдущих своих видео. Все ссылки на материалы будут в описании под видео. В конечных заставках я дам эти ролики, чтобы вы могли перейти и ознакомиться. Ну, мы видим 1503 год. Карта Корнелиуса. И таких карт множество. Антарктида соединяется с Южной Америкой. В Антарктиде есть какие-то реки. То есть не вся она подо льдом. И этого в наше время-то нет. То есть нет и дополнительного континента Дарий, который на Северном полюсе, который по ходу в наше время обратно поднимается, что я показывал в предыдущих видео. Но сам факт, Антарктида известна. Опять же, о ней знает и Меркатор, и многие другие картографы, и она соединена с Южной Америкой. Но это в те времена. Потом происходит катастрофа, Дария пропадает, она тонет, из-за нее происходит этот потоп. И уже 1840 год мы видим, что есть уже пролив, нет там никакой суши, нет Дарий, 6-го континента. Ну и сама Антарктида сейчас, соединение с Южной Америкой, выглядит вот подобным образом. Нет, это не удар никакого метеорита сюда, это промой, гигантский промой гигантского количества воды.
Потому что вода пошла с Северного полюса вниз, куда ей было деваться, когда с этой стороны как бы ей мешает Америка сама. Вот она нашла выход с самой нижней точки, фактически промыла соединение Южного полюса и Южной Америки. И сегодня мы видим это гигантские промывы, катастрофы, которая произошла всего-то в середине 17 века, когда мир прошлого изменился полностью. Из сказочного он начал становиться таким, каким мы знаем его сегодня. То есть Антарктида содержит множество фактов, открытий, которые одно сенсационнее другого. Это при том, то, что нам наука еще говорит. Плюс хотел обратить ваше внимание, что Антарктида не полностью покрыта льдами. Вот, и существуют в ней сухие долины Макмердо. То есть Антарктида неоднородна. Где-то есть лед, где-то льда нет вообще. Ну, и считается, что это благодаря ветрам. Да, то есть, это не значит, что вся Антарктида подо льдами. Это не так. То же самое, опять же, в тех же местах, где льда нет. Эти сухие долины настолько близки природным условиям Марса, что НАСА проводила там испытания спускаемых космических аппаратов «Викинг». Проводила испытания или вообще снимает всю марсианскую миссию там, это решать, конечно, вам, зная, как им можно верить. Но факт остается фактом. Они марсианские миссии испытывали в Антарктиде. Испытывали или снимают, уже вопрос открыт. В более влажных местах в скалах они нашли растения, эндолиты. То есть в долине Тейлора находится одна из достопримечательностей Антарктиды, кровавый водопад, который обязан своим появлением деятельности анаэробных бактерий. Опять же, бактерии живые, все нормально. Чей метаболизм основан на переработке железа и серы. Плюс британские исследователи создали первую масштабную карту распространения микроскопических водорослей на побережье Антарктиды. На снимках из космоса насчитывается более 1700 участков, где снег от них стал зеленым. То есть Антарктида полна загадок, полна сенсационных открытий, про которые вы, мягко говоря, ничего не знаете. Тем более они пишут нам ни о чем об этом в школах. Давайте делать выводы. В данной статье мы как раз рассмотрели сенсационные находки, совершенные в Антарктике, которые помогут нам лучше понять, что именно и когда происходило в прошлом на нашей Земле. И является ли Южный полюс обитаемым неизвестными нами существами даже в наше время. Так, знаменитое озеро Восток, которое найдено под ледяным щитом толщиной 3700 метров, имеет размеры приблизительно 250 на 50 километров и глубину более 1200 метров, может быть обитаемым. Как полагают ученые, в водах озера могут обитать живые организмы, ибо в нем имеются все необходимые для жизни факторы. Так, температура воды в озере весьма высока, от плюс 10 до плюс 18, что делает возможным образование пустот на суше вокруг озера, в которых развивается и наземная жизнь. Это мое мнение уже. Открытие озера Восток – одно из крупнейших географических открытий второй половины 20 века. Всего еще на 2007 год, сейчас еще больше, я думаю, под льдами Антарктиды было обнаружено 140 подледных озер, которые могут быть оазисами жизни под ледниковым щитом. И для этого там есть все условия. Все это подтверждает еще одно открытие, сделанное недавно в Антарктиде, а именно сеть подземных пещер. Обнаружили ученые Австралийского национального университета и предположили, что подземные полости могут скрывать неизвестных науке обитателей. То есть наука и с моими выводами согласна, а я согласен с ними, что там множество неизвестных обитателей. Пока изучены только первые пещеры, в которых участники экспедиции нашли признаки жизни в виде простейших беспозвоночных. Внутри пещер воздух прогревается до плюс 25 градусов. Поэтому подземный мир Антарктиды может иметь большее биологическое разнообразие. Тоннели уходят на многие километры под слои антарктического льда. Не тот ли этот легендарный рай, про который считается, что говорил Карл Дёнитz в октябре 1944 года, выступая перед кадетами военно-морского училища в Лабое, заявляя буквально следующее. Германский подводный флот гордится тем, что далеко на краю земли он построил для фюрера земной рай неприступную крепость. Вопрос открытый, может, эту неприступную крепость они ищут и до сих пор, современные государства. Сам Южный полюс является свидетелем глобальных катастроф, происходивших на Земле, что подтверждают гигантские кратеры и карты недавнего прошлого. Так, найденный кратер Земли Уилкса – это геологическое образование, расположенное под ледяным щитом Антарктиды, в районе Земли Уилкса, имеющий диаметр около 500 километров. Предполагалось, что это гигантский метеоритный кратер, с которого началось оледенение Южного полюса. Вы представьте силу взрыва, если образуется кратер диаметром 500 километров. Когда взрывается
100 миллионов тонн тротила, то тогда образуется кратер примерно 10 километров. Здесь 500, то есть 50 раз больше. То есть это 5 триллионов тонн. То есть у нас такой бомбы в наше время даже не было испытано. А та, что была испытана в 50 миллионов тонн, так там взрывная волна трижды обогнула Землю. То есть и так они испугались эффекта. Представьте, эффект в 100 раз большего взрыва. Конечно, гигантские изменения, и скорее всего тогда и началось оледенение этого Южного полюса. И гибель массовая на Земле, о которой мы сейчас вообще ничего не знаем. То есть считается, что создавший его метеорит, а может просто взрыв энергетического оружия, это лично мой вопрос, точно метеорит, был примерно в 6 раз больше, то есть 60 километров, ну это минимум, я думаю, больше, метеорита, создавшего кратер Чукчулуп, который, как считается, вызвал массовое вымирание на границе мезозоя и кайнозоя. Недавние находки в Гренландии говорят, что льды могут образовываться со скоростью от 1 до 2 метров в год. То есть ледяной щит Южного полюса, примерно в 4000 метров, и то там, где он есть, мог образоваться в период от 4 до 2000 лет назад. То есть не так уж и далеко это все. Ну и помните, повторение мать учения, новая информация с первого раза не усваивается. Если надо, повторите еще, а если ролик важный, лучше его скачайте, чтобы он никуда не пропал. Все ссылки на использованные материалы для создания видео есть в описании под видео. Нажмите кнопочку «Еще» под видео, оно откроется, увидите все эти ссылки. Перейдите и получите еще больше информации. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств. Друзья, вы помните тот наглядный пример с кровью, как синтезит буквально за час разгруппировал эритроциты, восстанавливая нормальный процесс переноса кислорода. У меня возникает вопрос, что именно происходит на клеточном уровне, чтобы дать такой быстрый системный эффект. Ответ пришел из авторитетной международной лаборатории MacroLife Biotech Германия. Они провели исследования не на крови, а на генах наших иммунных клеток. Как оказалось, синтезит включает гены защиты сосудов от окислительного стресса, который повреждает стенки сосудов и ведет к атеросклерозу, переключает иммунитет на восстановление, усиливает гены, которые гасят хроническое воспаление, ту самую тихую угрозу для сердца и мозга. Клетки начинают работать в режиме ремонта, а не атаки. Влияет это все на гены долголетия. Это объясняет, почему эффект на кровь не случайность, а следствие глубокой клеточной регуляции.